Сейчас такой бах был вообще. Второй. Птицы полетели, и люди вообще бегут. 7 октября 2023. Что-то летит. Ты слышал? Да. 2023 года я продолжаю свой видеодневник. Как вы можете видеть, утро недоброе. Не знаю. Не могу судить, что сейчас было. Но вот я полезла за телефоном в этот момент какой-то. Вдалеке был взрыв, далеко очень. Да. А потом ближе. Да. Ну и как я вам говорила, что все, что происходит, все наши эмоциональные переживания. Вот у меня в последнее время после позавчерашнего дня и вчерашнего болит сердце сильно. И, естественно, я вам говорила, нельзя ни в коем случае, это все психосоматика, как можете видеть. У меня вот здесь вот опух глаз. Ну, нельзя это все, ничего нельзя принимать близко к сердцу, потому что мы живем в таких, я не побоюсь этого слова, страшных условиях. Можете писать, что хотите, я все равно сегодня не буду открывать комментарии. Комментарии сегодня будут закрыты. Вчера я удалила человек 300, заблокировала, это рекордное количество. Потому что мы находимся в таких условиях, мы, все, кто здесь, главная задача выжить. Воздушная тревога началась. Да, прошло минут сколько? Ну вот, мы здесь все были свидетелями. Прошло минут 5, куда что ударило, я не знаю, но я думаю, что это не близко. Не знаю. У нас воздушная тревога. Может, это где-то и на окраине ударило. Оно непонятно. Я не могу сказать, что это сильно близко был прилет. Сейчас мы перейдем через дорогу. Вот сейчас. Вот так вот. Сейчас я выключусь. В общем, вот так вот. Спасибо огромное всем тем, кто поддерживает, всем тем, кто вчера написал до того, как я закрыла комментарии под первым видео, под утренним. Очень много было. На самом деле 90% людей писало очень хорошие комментарии и слова поддержки, и люди понимали, что происходит. Людям точно же так было тяжело. Я видела, что очень много. В общем, я читала вчера ваши все комментарии до того, как я их закрыла, а там их было 1600. И 1500 было очень хороших, спасибо за поддержку. Но, естественно, началась атака ботами, и кто бы что ни говорил, это именно боты. Они набежали, чтобы гнуть свою правду. Правда сейчас не нравится никому, поэтому она навязывается такая, как выгодно. Но это мы обсуждать не будем. Я думаю, тревогу воздушную вам будет слышно. Поэтому, уже учитывая то, что это сейчас отразилось на здоровье, ну вот даже, я не знаю, будет вам видно, глаз не будет. Я думаю, видно. Я все время говорю о том, что это все психосоматика. Все ваши переживания выливаются в какие-то болезни, но это факт. Я же что-то не так сказала. Да, все правильно. Нельзя переживать, поэтому мы сейчас идем. А как, кстати, ночь прошла у нас? Так как, были тревоги. Но взрывов не было, правильно? Близости. Ты не поздоровался не с было. людьми? Ой, привет всем, прошу прощения. Да. Мы просто в шоке от того, Таня, что я скажу так, идет. ночью у нас не было ни одной ночи, чтобы не было тревог. Не было. У нас тревоги, минимум, наверное, по 10 тревог в течение суток. Это минимальное количество. Это минимум. Каждый день, это минимум. Я уже иногда вообще не понимаю, где реальность, а где я сплю, и где тревога, где бывает. Я вообще уже не замечаю, что идет тревога. Не обращаешь внимания просто. Да я вообще бывает уже не могу тревога, адекватно ответить, реально... была тревога, не была. Ребята, бывает, я вам скажу, в Харькове тревога это просто, нет ни одного города, явление, настолько привычное явление, что уже немыслимо просто. Сначала она дико раздражала, дико, просто бесила. Немыслимо, кажется, чтобы ее не было, это чудо. Ну да, теперь я уже, мы уже как собаки Павлова просто. Ладно, мы идем на барахолку за положительными эмоциями. Все, понимаешь,
живем, привыкли настолько Ну уже да. к этим тревогам. Действительно, что никто на них внимания не обращает. Обращает внимание только когда взрывы есть. Или приезжие, когда Ну люди да. приезжают. Вот, кстати, Да, ко мне видел, приезжали приезжие, да, иногда из других пугаются. городов Украины, и вот из Иногда Киева пугаются, да, люди. сюда приезжают, из А Днепра местные не приезжали, обращают говорили, внимания что вообще. у вас такая крикливая тревога. Да, местные уже вообще не обращают внимания, даже иногда не понимают. Только когда взрывы, да. Ни дети уже не обращают внимания на тревогу. Это, как, знаете, такой сопровождающий элемент нашей жизни, неотъемлемый. Неотъемлемый совершенно. Это верно. кошмар. Идем за положительными эмоциями на барахолку. Посмотрим, кто что сегодня продает. Не забывайте поставить этому видео лайк, хотя это сегодня и сложно. Но тем не менее. И подпишитесь на канал, кто не подписался. Мне будет приятно. Сколько всего Это твои эти самые тарелки. интересного. А сколько Маяковский? Маяковский. А, ты не твою? А, это не... А, ну. Это, не, это ты видел. Это видел? Вот это, так Сейчас. вержа. А, да, Да, видел. да, Верженных видел, да. Ну тут их много, и они все не попадают. Смотри, вот 32, 40, 31. Ну они ж там все Я по порядку. понял, да. подожди, у меня там что-то есть, кстати, вот из этого, а что-то нету. Сейчас я гляну. Ян Собеский. Одна из них, кажется, или первая, или какая, она и с фотографиями, и с этими, там есть одна. Это как бы начало. Ты имеешь в виду биография, где его там, да? Ну я не знаю, там просто их, их же два. Ага. А, вот тут их два. Вот там есть у меня, где она начальник фотографии. Шатрян то такие. Вот это, опять тревога. да. Их там 11. Это я понял, я просто посмотреть хочу, что тут за титул. Ну, короче, какие титульные листы есть. Это отмена тревоги. Отмена? Ну, и вот кричит Ну, же если сейчас, один короткая длинный. будет, то да. Мы уже морзянку выучили. Тут все уже так Да, здорово. все ее выучили уже. Это же не выучить ее невозможно. Отче наш. И что ты за Крашевского этого просишь? Ну тебе же одна или Нет, какую? если все. Такой маленький сервизик. Сколько стульчиков это? Девочка. Вот это? Нет, девочка на стульчике. 650. Какая красота. Какая все в миниатюре. Посудка, мебель. Что так вообще? Караул. Похолодало. Придачу. И сделай мне еще, пожалуйста. Сколько всего шедеврального. На металлом сдавать, знаешь, жалко. Ну, зачем? Браслетик необычный. Поставишь, Хорошенький. может, где-то дерево посадишь, воткнешь, чтобы она ровненько росла. Мало ли что. Спасибо, дядя. Спасибо. Вазочку. И вазочку прекрасно. Вазочку я издалека вижу. Черепашка. Дуловая дарочка. Я вот работу на дом прикупил. Ну, работа на дом это всегда хорошо. А вдруг Луганский патронный завод? Это 30. Не знаю. Ну, Луганский патронный завод, они, я помню, как это смотрю.
Ну, перебирать там что-то. Да. Да нет, это Не Выше мое. Не. Это выше моих сил, перебирать это. Сравни сил, буду взял телевизор, посмотрел. Магнит рядом был. Я бегу. Бегу. Редкая. Свистульки, кукушки принести вам, Да. но они не раскрашенные. Ничего. Так, теперь, я сейчас выбег сделаю, отнесу в стакан. Хорошо. Что там? Посмотри, прикол какой. Ой, Никогда дай не я попадалось. рассмотрю. Никогда не попадалось что это? такого. А что это? Таблицы, я так понимаю. Ну это ж не закладки? Нет, какие? Это таблицы, Таня. Когда чего сеять, там я так А, понимаю. вот я это да. вижу. Мне такая таблица попалась зарплата. А можно то? Зарплаты? Кому платить? Класс. И с этой стороны, видишь, Расход тоже. ядов для борьбы. Ой, Ромас, я забыла тебе совершенно сказать. Сейчас я Глянь, тебе вот. что расскажу. Смотри. Да. Я без очков не вижу, так только расход. Химикатов Химикатов, для да. влажного и полусухого протравливания зерна. Ну, ни разу не попадалось Держи. мне такого, я скажу честно. Прикольное. А, он еще, я прикинь, не увидел. Не, ну на эти ты кинул, что картинка. А, ну да, наверное, чисто да. Наверное, так и есть. Ну да, Там такое. Авангардик. обалдеть, и это тоже не. Ну это я не знаю. Ну это да, это не такое старое, думаю. Да, а это 33 года. 33, да. Привет! Так, друзья, я уже пришла к себе в контейнер. Чуть попозже расскажу, что сегодня я видела на рынке. Во втором видео уже, наверное, выйдет. Хочу сказать, что относительно барахолки, то люди на эмоциях после вчерашнего дня. Не все, конечно, но в основном, те, с кем я общаюсь, те, с кем я дружу, естественно, все нормально. Но были такие люди, которых я подходила снять, спросить, сколько стоят вещи. Ну, естественно, категорически я против съемок своих вещей, я против съемок своего товара. Вот так вот. Я думаю, что это все нервы, люди на нервах, люди... Еще раз скажу, то, что было вчера, у нас не было за весь 2023 год таких сильных обстрелов, потому что пострадало 70 зданий. Ну, естественно, еще унесло несколько жизней. Всем хорошего, мирного, тихого дня, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.